Хочешь, не хочешь, живя в Испании, ты выучиваешь историю этой страны. Хотя я специально прям не учу, но любопытно же. Ты считай, ощущение на самом деле, да, что ты все время в декорациях какого-то фильма про средние века. Тут старательно сохраняют исторические всякие места, зарабатывают на этом. И люди фотографируются вот сейчас просто, а для меня это просто вот соседи. Они тут приезжают, туристы, фотографироваться в этих местах. Вот. О чем я хочу сказать? О том, что в Испании был период, когда она была завоевана арабами, которых тут мы привыкли называть маврами, так называемая конкиста. И практически весь Иберийский полуостров были завоеваны. Эль-Андалусия вот, была. Потом была реконкиста, то есть обратное завоевание христианами, католиками. Практически вся Испания была завоевана, был небольшой только кусочек на берегу Бискайского залива свободен от завоевания арабами, мусульманами. В общем, по результатам всех этих почти движений почти в 1000 лет испанцы научились терпимо относиться к иноверцам, людям с другой культурой, что я имел удовольствие заметить при посещении курсов испанского языка. Сейчас расскажу. Да, пожалуйста, подпишитесь. Сейчас я вам покажу красивые виды после грозы, после шторма. Нам повезло, нас не смыло, как в Валенсию. Был шторм, но не было такого потопа. Вот. Надо подписаться прямо сейчас, написать комментарий, написать, что вам интересно про Испанию еще. И, соответственно, поставьте мне лайк, если вам нравится красивый вид. Пошлите своим друзьям. Вот вам за вашу активность красивый вид. Видите, девушки снимают на камеру. Девушки красивые и вид красивый. А от вас лайк за то, что я вам их показал. Да. Ну, в общем, о чем я? О том, что на курсах испанского языка половина группы, это примерно половина группы, это жители Марокко и других стран с мусульманским населением. Есть азиаты, есть украинцы, россияне, то есть люди разных религий, разных культур. Но тем не менее испанцы сами разнообразны, то есть есть отличия между жителями севера и юга, жителями Галисии и, например, Каталонии, да, то есть востока и запада. Испанцы научились терпимо относиться к разным национальностям, плюс-минус, да, есть какой-то бытовой такой вот, бытовая ксенофобия, но она скорее исключение, нежели правило. Наверное, поэтому едут в Испанию люди. Экономически эта страна даже не в первой пятерке в Европе. Большая по территории, экономика зависима от туризма, от сельского хозяйства, потому что
Ну, так получилось, если хотите. Да и жарко, если честно, жить здесь. Но испанцы научились вот как раз подкупать приезжих своим гостеприимством. Тем, что они готовы любому, кто приехал сюда и собирается жить, или вынужден жить, они готовы любому помочь выучить испанский язык. Так, разной степени навязчивости предлагают еще поучить местные языки, типа каталанского, валенсиано. Но от этого можно отбиться. Да, без испанского языка здесь, конечно, жутко тяжело. Ух ты, сколько здесь котиков. Котики любят меня. Смотрите, котик. Котик. Что такое? Какая кошка? А какая кошка? Сейчас запрыгнет и начнет. Да, такая кошечка хорошая. Хорошая кошечка. А такой котеночек. Какая дружелюбная. Да, хорошая кошка, хорошая. Да, хороший котенок. Вот такая неожиданная любовь. Так, наверное, третью жену встречу. Она такая вот подойдет ко мне и сразу начнет обниматься. Да, какая кошечка хорошая. Ну, кто бы мог подумать, в Каталонии кошек очень мало. Практически я их за 2 года не видел. А в Альтеа огромное количество кошек. Везде они ходят свободно. Вот. Видите, посмотрите, какая дружелюбная. Требует обнимашек. В Каталонии я видел только в одном месте много кошек. Это в этом городке ведьм, который называется Рипой. Вот там их очень много. Кошек разного. Ай! Кусается. Эх ты, кусючка какая. Вот так вот. Стоило только сделать приятно какой-то кошке, она сразу начинает тебя покусывать. Что такое? Кусючка какая. Ты, гатита. Котенок такой. Куш, 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 куш. Куш, 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 куш. Ой, такая. Эй, ужас какой. Да, да. Все? Господи, я... Что такое? Вызываю кошек. Может быть, я весь токсоплазмозом болен. Посмотрите, кошки ко мне всегда идут сразу. Может быть, они чувствуют, что это просто здоровый такой кошак? Что это такое? Да, да. Хороший котик, хороший. Ай! Ужас. Ужас. Что за... Ребята, вообще не поверите. Кто может поверить в такое поведение кошки? Недовольна чем-то еще. Гладил ее, гладил. Все, повернулась. Ну все, развод. Что поделать? Так вот. Недовольна. Ужасно все. Меня уволили с должности вот, мужчины года или кота года. Я не знаю, на какой должности я был. В жизни бы не поверил, если бы ко мне так кошка не подошла. На курсах испанского языка, куда я хожу, 2 вещи хочу сказать. Первое, радует то, что я среди первых учеников в начальной группе. Ну, просто потому, что у меня уже испанский не начального уровня. Я свободно понимаю преподавателя.
то, что она говорит. Она достаточно быстро говорит. Приходится ей немножечко напоминать о том, что нужно чуточку помедленнее. Но я все понимаю. Каждое слово. Сам в шоке, если честно. Может быть, потому что у нее произношение более комфортное для меня. Она колумбианка из Колумбии. И она чуточку по-другому говорит. И более понятно для меня. Но скажу, что мозг за 2 часа устает. Прям очень устает вот это вот все слушать. 2 часа это, наверное, предел. Потом уже под конец виснет. В группе занимаются несколько женщин из Украины. И, конечно, это ужасно. Вот поймите, вот есть учебный процесс, тут одно, а второе, вот сидит напротив меня женщина. Не хочу ее называть бабушкой, женщина. Ей 83 года. Напомню, что в прошлом году мой отец умер от быстротечного рака, ему было 84 года. Вот она напротив меня сидит, ей нужно учить испанский язык, и она вроде как старается, но я прям вижу, физически вижу, как ей сложно даже просто осознать саму мысль, что ей нужно учить русский язык. Это для нее сложно. И она спрашивает соседей: помогите, подскажите. Ну, то есть на русском спрашивает: помогите, подскажите, что говорит учительница. Учительница ей на испанском, а вся суть, собственно говоря, этих курсов... Кстати, это возможно, очень правильный подход, вероятно, это самый правильный подход. Ни на одном из курсов, на которые я ходил, учителя не разговаривали на английском со студентами. Везде учителя говорят на испанском. Да, в какие-то моменты учитель может какое-то слово перевести на английский или французский, в зависимости от того, кого больше в группе. Ну, допустим, в Барселоне я занимался с сенегальцами, и сенегальцы немножко понимают французский язык. И там учительница переводила немножко на французский язык для сенегальцев, чтобы они лучше понимали. Но, в принципе, сколько я там, десятки этих курсов всяких разных посещал, некоторые по месяцам, некоторые там пару занятий, но смысл в том, что учителя с самого начала, с самого первого занятия начинают говорить на испанском. И это так называемый метод погружения или метод иммерсии, то есть в такого проникновения в испанский язык. Так вот, я говорю об украинской беженке, которая сидит напротив меня, и 83 года ей нужно выучить новый язык. Хотя бы минимум, чтобы начать понимать, что нужно покупать, что ей отвечают и так далее. Для нее это ужасно сложно. Все остальные, кого я вижу, от 16 лет есть парень из Марокко, до, наверное, я самый старший в группе. Среди, помимо вот этой женщины 83-летней, я, наверное, самый старший группы. Преподавательница, кстати, мне сегодня очень понравилась. Она 60-летняя, но, наверное, еще более активная, чем я. То есть она прям такая подвижная, она буквально ведет класс, да, прям тянет нас, со всеми успела поговорить, всем дала слово высказаться, хоть что-то сказать. То есть идея в том, чтобы мы начали говорить. Видно, что она хочет нам много чего рассказать, обращает внимание на какие-то важные вещи, дала домашнее задание. То есть я прям сегодняшней преподавательницей более чем доволен. Отличный подход к ведению урока. Она не сюсюкалась с нами в плане того, что мы как начальный уровень. Мы вроде бы должны мало что знать, но тем не менее она с нами
абeceдарио, то есть не учила с нами алфавит, а как бы так вот уже какие-то практические вещи. И говорила, и вовлекала нас. В группе люди разного уровня. Вот. У меня такой более продвинутый уровень, у кого-то вот совсем нулевой или почти нулевой уровень. Тем не менее, она всех вовлекла в общение. И это один из самых правильных подходов. То есть, вот, чтобы на чужих ошибках ты слушаешь другого человека, как он говорит, мысленно его поправляешь, и произношение, и ошибки грамматические, и сам говоришь, и сам слышишь свои ошибки. Мне сложно, потому что меня напротив спрашивали какие-то моменты перевести. Ну, у меня все-таки уже не начальный уровень, я лучше понимаю. Кто-то просил меня перевести на русский язык какие-то моменты. Рядом девушка сидела, наверное, из Юго-Восточной Азии, ну, наверное, Бангладеш или откуда-то оттуда. Она просила перевести на английский язык. Ну, то есть я вот работал традуктором, то есть переводчиком на два языка. Немножко на русский, немножко на английский. И под конец у меня уже мозг такой, чего? На каком языке я сейчас воспринимаю информацию, на каком выдаю. Но самое интересное, да, я за 2 года в Испании много-много раз, десятков раз выполнял функцию синхронного переводчика с русского на английский и обратно. Много раз. И сегодня я понял, что я могу переводить с испанского на русский. То есть буквально я все, что сегодня сказали, я могу перевести на русский язык. Но проблема в том, что я не в обратную сторону пока не могу перевести. То есть я свои мысли еще могу высказывать на испанском языке, потому что я в голове могу перефразировать, чтобы фразы были максимально простые. Но вот перевести чужую мысль, то есть когда мне что-то по-русски или по-английски скажут, перевести это на испанском, я пока не могу вот так. Вот, не хватает словарного запаса, прежде всего глаголов. Вот. Но, конечно, приятное удивление с точки зрения того, как сегодня урок прошел. И безумно грустно, безумно жалко женщин, которые вот здесь оказались одни и вынуждены здесь тянуть, очень многие, почти все вынуждены тянуть здесь своих детей. Они приезжают сюда с детьми, и вот им приходится и языки учить, и работать, и выживать. Любого возраста женщин. Очень их жалко. Да, я понимаю, из-за чего это все произошло. И вы знаете, из-за чего произошло. Нам придется многие годы еще помнить об этом. Почти всегда. Я готов поспорить, что я хожу сейчас по крыше чего-то дома. Насколько здесь не старается все застроить. Я бы даже сказал, что здесь стараются как можно меньше строить. Вот. Сделали такое общественное пространство. Вот это, скорее всего, крыша дома. Вот это все. По крайней мере, я сидел, и мне казалось, что я слышу, как говорят. И я думаю, что это из вот этого трубы вот этого дома. Видите, там есть труба. И вот мне кажется, что я оттуда слышал голос отчетливо. Вот, представьте, сюда приезжают туристы в большом количестве. Это туристическое место. Здесь во всех домиках какие-то ресторанчики, еще что-то. И тем не менее, муниципалитет сделал вот такое вот общественное пространство, лесенку. И нет, не видно желания все это дело. Вот ни столиков здесь не стоит, ни кафешку никто не сделал, ни каких-нибудь там чебуреков не продают. Я вам забыл рассказать историю. Это, конечно, меня поражает. Ну, то есть, вот большая разница есть в отношении к людям между Барселоной и вот этим маленьким городком бывшей рыбацкой деревни недалеко от Бенидорма и в часе езды от Аликанте.
Кстати, по размеру это как горячий ключ. То есть около 30 тысяч жителей. Ну, тут, по сути, вот все городки вместе слиты. То есть это, считайте, такая полоса сплошная идет городков от Аликанте до Кальпе, который я вот отсюда вижу. То есть это все такая вот сплошная, одна большая деревня, название меняется, но это все один большой такой агломерация, как это называется. Тем не менее, здесь нет вот такой оголтелой застройки. Да, так вот, забыл сказать. Зашел, спросил, есть такая штука, называется социальная служба. Подразделение, которое отвечает за всякие социальные вопросы, подчиняется мэрии. Зашел туда, спросил, там с кем-то ругалась какая-то тетка, ну не тетка, женщина. Вот, ругалась, вернее, она как раз с сотрудником этой службы. Но когда я спросил у сотрудника, типа, где мне как спросить по поводу курсов переподготовки, я знаю, что испанцы для беженцев предлагают бесплатные курсы переподготовки. То есть ты можешь поучиться, ну, условно говоря, на мясника, ты можешь поучиться на кого? Сейчас пытаюсь русское слово вспомнить. По-испански называется фонтанера. По-английски plumber. По-русски сантехник. Вот, все вспомнил. Извините, да, перебрал языки, какими пользуюсь. Вот, ты можешь поучиться на сантехника, на водопроводчика. Это будет все одно и то же. Ну, фонтанеру, да, то есть фонтан, фонтанеру, водопроводчик. И я, в общем, решил, так сказать, что обязан исследовать. И решил исследовать, как это сделать. Зашел в социальную службу. Там начали включать дурака, как обычно это делают бюрократы. Но вот подошла эта активная девушка, перевела мне помогла с переводом с английского на испанский, обратно. Мужик сразу раскололся, сотрудник этой социальной службы, выдал мне контакты. Естественно, ничем не помог, но выдал контакты, кто поможет в мэрии. Я пришел в мэрию, я не нашел этого человека, который мог бы помочь. Но зато я увидел слово политика. Пошел по этому слову политика. Поговорил, опять же, на английском с кем-то, кто там отвечает за политику. Они поняли, что я хочу. Я говорю, ну что у вас тут происходит? Какие движники, какие дискуссии, ну все такое. Мне же любопытно. И они меня... И мне до сих пор смешно. Они меня отвели в приемную мэра. Ну, просто представьте ситуацию. Заходит человек с улицы, не говорит по-русски. И говорит, я хочу поговорить с мэром Белопольска. Не, я хочу поговорить про политику. И первый попавшийся чиновник, с кем я разговариваю, отвечает на английском и говорит, то есть это все происходит в горячем ключе, и чиновник отвечает на английском и ведет меня в приемную мэра. И выходит, ну, это я вам такая фантазия, и выходит здесь какой-то помощник мэра, записывает мои вопросы, по-английски как бы берет мои контакты, мы пообщались, парень молодой, говорит, тут у нас есть офис Евросоюза, типа Еврокомиссии, правительства европейского, давай я тебя там еще познакомлю с женщиной, у нас тут есть европейские программы, которые мы реализовываем. Начиная с того, что это все на английском происходит, ну там смесь английского с испанским, иногда проще что-то на испанском сказать. Ну и мне, если честно, сейчас проще какие-то вещи выражать на испанском. Но еще и представьте себе, вот просто человек с улицы и тебе говорит, да, мы тебе поможем, все такое. Даже в Барселоне такое невозможно, потому что в Барселоне бы тебе в лучшем случае вежливо предложили бы взять предварительную запись, то есть ситу, и прийти в другой день. Ну, то есть не послали бы, но предложили взять вот эту ситу. Либо, в зависимости от места, просто бы вежливо сказали, что ничего у нас такого нет, ну, типа, уйди отсюда, мальчик, и не мешай нам.
Здесь же нет, вот пошли, посуетились, отвели, все поняли, сказали, да, окей, вот попросили говорить помедленнее по-английски, чтобы мы лучше понимали. Кстати, вот еще раз вам лайфхак. Испанцы, каждый второй, в той или иной степени могут понимать как минимум английский. Если не говорить, то понимать. Поэтому ваша задача провоцировать испанцев на говорение на английском, если вы не говорите на испанском. Вот и пошел я в этот отдел политики. Вначале они типа не говорим по-английски, потом кто-то подошел, то есть не умеют испанцы говорить нет и не хотят говорить нет. Кто-то подошел, заговорил по-английски, потом, к смеси английского и испанского, потом. И, в общем, через 10 минут общения выяснилось, что девушка и понимает английский хорошо. Тут я себя должен похвалить, что я знаю, что общаюсь с неносителем языка, я стараюсь хорошо проговаривать. Спасибо моему американскому английскому, спасибо моему хорошему произношению. Вчера я с дипломированным филологом-переводчиком спорил по поводу того, правильно ли я произношу слово simultaneously. И да, это американское произношение, которое не знает Яндекс, но знает Google. Simultaneously, одновременно. Это произношение этого слова, которое принято на западном побережье США. Акцент, который у меня есть в английском языке. И это выгодный акцент, потому что это акцент голливудских фильмов. Многих. Вот. То есть я говорю на понятном акценте для испанцев. И говорю медленно специально. И они меня понимают. И через 5-10 минут, когда ты их похвалишь, скажешь: о, смотрите, вы понимаете мой английский. Какие вы молодец. Женщины и мужчины раскрепощаются и начинают с вами говорить по-английски. Вот такой лайфхак. Похвалите их, скажите, что говорите медленно, хорошо проговаривайте слова. И вас начнут понимать, и с вами начнут говорить по-английски. И запомните, да? Por favor, más despacio. Пожалуйста, помедленнее. Я записываю. Нет, я не знаю. Yo escribo. Я записываю. Вот. Но это не надо им говорить, они не знают этих шуток. Más despacio. То есть, пожалуйста, говорите hablo más habláis más despacio. Уважительно будем относиться. Хотя нет, habla más despacio. Это уважительно, потому что на вы, usted. Habláis, это будет, соответственно, на ты. Вот. В общем, más despacio они поймут, что это речь идет о том, чтобы говорить помедленнее. Вот. И говорят. И тебя можно понимать. Вот такой лайфхак. Тут они какой-то старый кусок этого самого застройки, видите, сохраняют. Стеклом закрыли. Теоретически туда можно спуститься. Можно, но не пустят. На воротах висит замок. Это какой-то старый кусок здания, видите, они из него сделали типа провал. Да, провал. Надо здесь собирать. Слушайте, надо выучить испанский. Можно стать на этом месте, пока мэрия не видит, и собирать деньги на провал, чтобы не сильно проваливался. Чем я хуже Остапа Ибрагима Ибн Бея, или как его там. Да, хорошая идея. Видите, это крыша дома. Или где-то там. И вот он лопается. Трещина идет. Но тем не менее, все это сохраняется. Умеют испанцы сохранять свою историю и даже зарабатывать на ней. Только что пообщался с британскими туристами из Лондона. Они слышат у меня славянский акцент какой-то. Конечно, носители языка не слышат у меня акцент. Они понимают, что я не американец. Это для испанцев у меня акцент американский. А для англичан они, конечно, слышат. Они понимают, что у меня акцент не американский. Их не обманешь. Потому что все-таки это у них родной язык.
Но они не могут понять, из какой я славянской страны. Они просто слышат, что у меня такой акцент славянский. Ну вот, а я слышу, что у них британский акцент. Ну да, я могу отличать акценты британские от каких-нибудь там ирландских, шотландских. Naked and not afraid. Come on, Jade, you've only got 10 steps. Can't do that. Can't do it. So, Вот они, жители Британии. Оголились и вперед, в гору.